Очень даже здравствуйте, дорогие друзья. Представьте себе деньги, которые не хотят быть властью. Деньги, которые не дают сидеть на мешке с богатством и жить на проценты, как какой-нибудь рантье. Деньги, которые буквально портятся, если их не пускать в оборот. Ну, вот это вот все звучит как утопия или чья-то странная, если не сказать больная фантазия. А теперь добавим всего одну деталь. Один из самых известных экономистов 20 века, Джон Кейнс, говорил, что будущее научится больше у этого человека, чем у Карла Маркса. И этого человека звали Сильвио Гезель. И сегодня мы разберем, почему его идеи так и не пустили в большой мир, хотя в одном маленьком австрийском городе они буквально сотворили экономическое чудо. Вы на канале Омбудсмен ТВ. Это честная история денег. И сегодня у нас деньги, которые не хотели быть властью. Начнем с простой, но болезненной мысли. Деньги давно перестали быть просто средством обмена. Формальная их функция ясна – помогать нам обменивать товары и услуги, упрощать торговлю, быть удобным посредником. Но в реальной жизни деньги стали чем-то другим. Они превратились, по сути, в инструмент власти, в механизм ростовщичества, способ, с помощью которого одни люди без особых усилий получают право диктовать условия другим. Только потому, что у них уже эти деньги есть и в большом количестве. Карл Маркс искал зло в прибавочной стоимости и в эксплуатации труда. Гезель искал причину еще глубже, в самой природе денег. Он задавал простой вопрос. А что если проблема не в капиталистах, не только в частной собственности, а в том, что сами деньги устроены так, что их выгоднее держать, копить, чем пускать дело в оборот? Вот посмотрите, да, любой товар, нормальный товар портится. Хлеб черствеет, яблочко гниет, мясо тухнет, железо ржавеет. Если вы не используете товар, то вы его рано или поздно потеряете. А деньги не черствеют, не гниют, не ржавеют. Они могут лежать годами, десятилетиями на счетах или в сейфах. И чем дольше лежат, тем больше власти дают своему владельцу. Именно это Гезель считал корнем проблемы. Деньги бессмертны, а все остальное смертно. И вот в этой асимметрии, из которой рождается ростовщичество и финансовая олигархия, он видел основную проблему. И вот здесь у Гезеля появляется радикальная, почти скандальная идея. А что если заставить деньги вести себя как обычный товар? Что если делать так, чтобы они тоже портились? Представьте себе, вот, как вчерашнюю газету, которую уже никто не хочет читать, и вот совместите это вот с деньгами. Или как яблоко, которое начинает гнить, если долго будет лежать у вас в кармане. Или как кусок железа, который долго лежал без дела и покрывался ржавчиной. Если деньги будут такими, мало кто захочет их годами копить. Кому будет выгодно держать огромные запасы наличности, если эта наличность тает, как лед на солнце? Люди будут стремиться не к накоплению бумажек, а к тому, чтобы как можно быстрее обменивать их на реальные товары, услуги, инвестиции, проекты. И вот так родилась идея Freigeld – свободные деньги. Свободное от процента, от накопления, от своего статуса, инструмента власти. Механика всего этого была до смешного простой. На каждую банкноту нужно регулярно наклеивать специальную марку. Если не клеил, то деньги теряли силу. По сути, это был такой отрицательный процент. Плата за то, что вы просто держите деньги у себя, а не пускаете их в оборот. В первоначальном варианте потеря была примерно 5% в год. В других системах около 1% в месяц, то есть 12% в год. Много это или мало, сейчас увидим на живом примере. Итак, перенесемся в Австрию 1931 года. Великая депрессия, которая охватила не только Соединенные Штаты, но и Европу. Мировая экономика трещит по швам, производство падает, безработица растет. Маленький город Вёргаль в Тироле умирает вместе с остальной экономикой. Безработица там была около 30%, город задолжал банкам и государству. Люди хотят работать, но
денег в обращении нет. Классический кризис. Работы полно, рук полно, ресурсов полно, не хватает единственной надежной вещи – платежных средств. И тут появляется новый бургомистр, его звали Михаэль Уттенгенбергер. Он отнюдь не марксистский революционер, не банкир, не гений с Уолл-стрит. Он просто был отчаянный практик, который понимает, что если ничего не делать, то город погибнет. И вот этот бургомистр Уттенгенбергер открывает книгу Гезеля и думает очень по-деловому. Если нормальные деньги не ходят, давайте запустим ненормальные. Пусть у нас будут деньги, которые людям будут выгодно тратить, а не прятать. И 31 июля 1932 года в городе Вёргеле запускают эксперимент. Город по заветам Гезеля выпускает 5000 так называемых свободных шиллингов. Технически это были не настоящие государственные деньги, а такие специальные расписки, которые ходили внутри города, и город их принимал как полноценные деньги. Условие простое. Каждый месяц на купюру нужно было клеить марку стоимостью в 1% от ее номинала. Если не наклеивал, то купюра теряла силу. Она больше не являлась платежным средством. Что это означало на практике? Если вы держите у себя деньги, вот эти свободные шиллинги, то вы платите за это. Если тратите, то вы ничего не теряете. Поэтому любой здравомыслящий человек, получив такие деньги, будет стремиться избавиться от них как можно скорее. То есть потратить, растратить, вложить, оплатить работу других. И вот тут начинается то, что учебники по экономике обычно называют анекдотическим случаем, а по-честному экономическим чудом. За один год эти 5000 свободных шиллингов обернулись в местной экономике 463 раза. Для сравнения, государственный шиллинг за это же время проходил через руки людей примерно в 213 раз. То есть вот эти портящиеся свободные деньги двигались по городу более чем в 2 раза быстрее, чем обычные. На эти постоянные обороты было создано товаров и услуг примерно на 2 миллиона 300 тысяч шиллингов. Из ничего. Из маленькой эмиссии в 5000 за счет скорости обращения. Что сделали на этих деньгах? За полгода в городе заасфальтировали 7 улиц, улучшили 12 дорог, расширили канализацию, построили мост, создали парк. Самое главное, безработные наконец получили работу. В Вёргеле наступила фактически полная занятость, в то время как вся остальная Европа вместе с США бились с массовой безработицей и не знали, что с ней делать. Местные жители видели очень простую картину на самом деле. Вчера улица была разбита, сегодня ее ремонтируют. Вчера я сидел без работы, сегодня мне платят деньгами, которые я могу тут же потратить в местной лавке или пивной. Деньги шли по цепочке. Город, рабочие, магазины, поставщики и снова город. Это и есть та самая функция денег, о которой любят писать в учебниках. Средства обращения. Но заработало это только тогда, когда деньги перестали быть удобным объектом для накопления. История города Вёргеля разлетелась по всей Европе. Город Вёргель стал знаменит. Сам премьер-министр Франции Эдуард Даладье приехал лично посмотреть на это чудо. Как так один маленький город сумел победить безработицу, когда целое государство бессильно пыталось раскачать свою экономику. Но, как это часто бывает, успех заразил соседей. И город Кицбюль захотел сделать то же самое. Еще 170 городов и деревень выстроились в очередь, и около 200 австрийских общин были готовы запустить свои версии этих свободных денег. И вот тут просыпается тот, кто в нашей истории всегда просыпается вовремя. Это Центральный банк. На этот раз это Центральный банк Австрии, который заявил: минуточку, но у нас же монополия на выпуск денег,
Вы не можете тут сами себе придумывать какие-то денежные системы, даже если они работают лучше наших. Начались суды. Община Вергля пыталась отстоять свое право на эксперимент, но Верховный суд Австрии поддержал Центральный банк. Эксперимент запретили. Свободные деньги Вергеля были просто административно убиты. В США в те же годы более 100 общин хотели запустить похожие системы, деньги с марками. Во Франции тоже были инициативы, но везде, где это начинало выходить за пределы локальной игры, включался один и тот же механизм защиты системы. Исключение было только в Швейцарии. Там в 1934 году появилась система WIR, WIR, взаимный кредитный союз без классических процентов. Но внутри этого союза предприятия рассчитываются между собой в своей собственной единице. И, кстати, этот механизм работает до сих пор, аккуратно встроившись в швейцарскую экономику. Так почему власти так болезненно реагировали на вот этот маленький эксперимент в захолустном городе? Почему система не дала вырасти деньгам, которые, казалось бы, так хорошо лечат безработицу и кризис? Ответ у Гезеля был предельно прямой. Такие деньги убивают сам фундамент современной финансовой системы. Современная экономика стоит на судном проценте, на кредитовании, контроле над денежной массой через централизованный эмитент, то есть через центральный банк. И если у вас появляются деньги, которые не копятся десятилетиями, не позволяют жить на проценты, заставляют владельца постоянно искать, куда их вложить в реальную экономику, то постепенно рушится вся схема, при которой существует особый класс людей и структур, живущих главным образом за счет процента, а не за счет производительного труда. И еще в 1918 году Гезель писал письмо, которое сегодня читается как пророчество. Он предупреждал, что снижение процентных ставок, избыток капитала, изъятие денег из обращения, падение производства, безработица, рост социального напряжения, революции, войны, что вот все это грядет. И задолго до Великой депрессии он написал механизм, в котором накопленные деньги перестают работать. Они уходят в ожидание, а реальная экономика задыхается без оборотных средств. Если же вводится demurrage, то есть плата за хранение денег или отрицательный процент, да, иначе говоря, деньги вроде бы теряют святость, но они снова начинают быть тем, чем должны быть, то есть инструментом обмена, а не объектом накопления. После Второй мировой войны идеи Гезеля не исчезли, они ушли вниз на локальный уровень, туда, где их можно было использовать, не бросая вызов вот этой всему монстру мировой системы, мировой финансовой системы. Первый путь – это так называемый LETS – Local Exchange Trading System. Это локальная система обмена, где соседи рассчитываются между собой в условных единицах, минуя банки и национальные валюты. Эта система распространена в США. То есть, допустим, ты починил кому-то крышу, получил баллы. Потом этими баллами ты можешь оплатить, например, уроки музыки или помощь в своем саду. Здесь деньги всего лишь система учета, а не объект накопления. Второй путь – это time banking, то есть банк времени. Там единица – час твоего времени. Ты час помогал соседу с ремонтом, заработал один условный тайм-доллар. Этот тайм-доллар ты можешь потратить на час работы, и оплатив час работы другому человеку. Тебе постригут газон, посмотрят ребенка, помогут с компьютером. И за это все можно платить вот этими тайм-долларами. Такие системы особенно хорошо пошли в США, в Японии и в небольших сообществах, где люди хотят укрепить вот эти горизонтальные связи и снизить зависимость от банков и государства. Ну, есть и третий вариант, это валюта с демерриджем. Один из самых известных примеров – это Ким Гауэр в Баварии. Эта локальная валюта появилась в 2003 году. Каждый квартал кимгауэры обесцениваются на 2%. И чтобы сохранить их в силе, на купюру
Вот как и в случае с Фергелем, нужно было наклеивать марку. Сегодня более 600 магазинов принимают кимгауэры наряду с евро. В обращении находится порядка 300 тысяч единиц, и часть зарплат в регионе люди получают именно в этой валюте. На таком локальном уровне идеи Гезеля живут. Ну, они живут, потому что в масштабе маленького города или округа они не угрожают глобальной финансовой архитектуре. Они не ломают мировую систему процента, они просто помогают местным сообществам выживать в кризисы и делать экономику чуть более человечной. А вот большие деньги, большие государства, большие центробанки не могут себе позволить такую роскошь, как деньги, не подчиняющиеся проценту. Деньги, которые нельзя аккуратно складывать в пирамиды долгов и ценных бумаг. Деньги, которые упорно отказываются быть основой власти. Гезель, конечно, был не одинок, его поддерживали анархисты и индивидуалисты, земельные реформаторы, синдикалисты. Возникали целые движения вроде Ассоциации физиократов в Берлине или Федерации швейцарской свободной земли и свободных денег. Но посмотрите, как устроен наш мир спустя почти 100 лет после Гезеля. Мы прекрасно знаем имена Маркса, Кейнса, Фридмана, но имя Гезеля для большинства экономистов это сноска, маргинал, странный мечтатель. Хотя, по сути, он предложил способ решить главный парадокс современной экономики. Как сделать так, чтобы деньги снова стали слугой, а не хозяином. И вот здесь можно задать неприятный вопрос всем любителям накоплений. Мы привыкли думать, что главная добродетель – это умение копить. Копить на черный день, копить на проценты, копить, просто чтобы было, на всякий случай. И где-то здесь, в основе всей этой логики, лежит невысказанное убеждение, что деньги – это власть. И у кого они есть, тот будет командовать теми, у кого их не так много. Система, в которой деньги вечны, а люди смертны, неизбежно порождает иерархию. Одни работают, а другие властвуют. И любое предложение изменить сами свойства денег, а не просто правила вокруг них, тут же вызывает реакцию иммунитета. Механизм, который говорит: нет, так нельзя, и нужно сохранить старый порядок вещей. Гезель же писал, что истинные деньги – это те, которые никто не хочет отличить от товаров, которые не считают чем-то выше, чем товар, которые не дают человеку права быть властителем только потому, что у него есть купюры или цифры на счете. И в этом и есть его революция. Не в марках на банкнотах, не в технических деталях демериджа, о вопросе, который до сих пор остается неудобным. Зачем нам деньги, которые над нами властвуют, если когда-то мы сами их придумали как слугу? И могут ли деньги, которые не хотят быть властью, получить шанс в мире, построенном на проценте? Оставляю этот вопрос вам. С вами был Амбар Сумян ТВ. Это была честная история денег. И если вам интересны какие-то забытые альтернативы, которым не дали власть вырасти, напишите в комментариях, о каких еретиках экономики вы хотели бы услышать в следующем выпуске. Всего вам доброго!